Сегодня я завершаю рассказ о британской Остинской компании. Я расскажу вам о том, как она дошла до жизни такой, что была в конце концов национализирована и прекратила свое существование. Официальная правительственная машина Великобритании взяла на себя все правительственные функции компании в Индии и поглотила ее армии. Правление компании сменяется на британское правление. И до раздела 1947 года Индия будет частью Британской империи, и ее королями и королевами будут британские короли. К началу XIX века Остинская компания в глазах многих уже была нелепым рудиментом прошлого, которому не место в современном мире. Многочисленные злоупотребления, бесконтрольность, влияние интересов компании на политику всей страны, не только индийской ее части, давно беспокоили британский парламент и короля, а потом королеву. Но последней каплей стало, конечно, восстание 1857 года. Вы, возможно, помните его как восстание сипаев. На деле же восстание в армии было только началом Первой национально-освободительной войны в Индии. Хоть и окончившейся поражением, Индия не смогла освободиться от иностранной власти, но приведшей к таким убыткам и жертвам, в том числе среди британского гражданского населения, что она заставила правительство отобрать у компании все права на субконтиненте и передать их королеве Виктории, с надеждой, что она будет управлять Индией лучше и мудрее. В учебниках и популярных книжках вся вина за восстание сипаев возлагается на пресловутые патроны для новых винтовок, упакованные в смазанные свиным и коровьим салом бумажки, которые якобы так возмутили индусских и мусульманских солдат, что они восстали и перебили 6 тысяч англичан, включая женщин и детей. Но мы взрослые люди и понимаем, что повод – это не причина. Причин к восстанию к тому времени накопилось уже очень много. Начиная с Аллахабадского договора, Остинская компания упорно расширяет свои владения в Индостане. К середине XIX века она будет напрямую править 2/3 субконтинента. Оставшаяся треть управлялась местными правителями – махараджами, индусами и низамами, мусульманами, с которыми было достигнуто понимание. Те, с которыми понимание не было достигнуто, были захвачены. Компания де-факто превратилась из торговой фирмы в колониальную администрацию. Компания строила крепости, содержала многочисленную армию и военно-морской флот, чеканила монету, имела собственные суды и тюрьмы для тех, кто выступал против нее. Она даже спонсировала крупные научно-исследовательские экспедиции. К началу XIX века около 100 членов британского парламента были служащими Остинской компании. Что не означает, что у нее прямо не было проблем. Проблемы возникали постоянно. Возьмем, к примеру, важнейший предмет импорта, на котором наживалась компания в XVIII веке – хлопковые ткани. Я уже упоминала, что массивный ввоз индийского текстиля вызвал протесты не только английских ткачей и предильщиков, но и влиятельных людей в парламенте. Текстильная промышленность была важнейшей традиционной индустрией Великобритании, и правительство не собиралось поставить ее под риск ради интересов одной частной корпорации. На ввоз импортных тканей сначала вводят высокую пошлину, а потом и запрет. Но мода и спрос на муслин и тюль в Европе только растут, что привело к тому, что Остинская компания перестает ввозить из Индии ткани, а вместо них везет хлопок-сырец. И это возымело совершенно катастрофические последствия для Индии в исторической перспективе. Происходит стремительная деиндустриализация всей Индии. Мы помним, что до приезда европейцев Индия была высокоцивилизованной страной, достигшей большого совершенства в производстве предметов роскоши и вообще ремесленных изделий. Но теперь Остинская компания фактически переводит Индию с положения
экспортера готовых мануфактурных изделий в источник сырья. Индийский хлопок теперь придут и ткут в Англии на ланкаширских мануфактурах. Все переворачивается с ног на голову. Дешевые английские хлопчатобумажные ткани начинают экспортироваться в Индию, окончательно подрывая текстильное производство на местах. Не в Индии, а в Англии происходит технический переворот и индустриальная революция, а Индия превращается в ее сырьевой придаток. Для поддержания этого производства сырья новые правители Индии начинают поощрять, а иногда и силой навязывают, все большее производство промышленных товарных культур на сельскохозяйственных землях. Если при прежнем режиме крестьяне платили подати местному низаму по-разному и часто натурпродуктам, то теперь они должны платить деньгами. Англичане вынуждают крестьян занимать все больше площадей под коммерческие культуры на продажу – хлопок, индиго, опиумный мак. Этот урожай крестьяне продают и из этих денег платят налог, который, кстати, внезапно поднялся на 30%. В такой ситуации только малая часть земли идет под пищевые культуры – рис и овощи, только чтобы крестьянам было что самим есть. И эта политика очень быстро привела к большим бедствиям. Индия – страна тропическая и жаркая. Периодически муссонные дожди запаздывают, и на больших регионах разражается засуха, приводящая к неурожаям. Это нормально, это было всегда. Но раньше, при прежних владыках, неурожай можно было пересидеть. Вы могли на худой конец не доплатить налог, забрать часть плохо уродившегося риса себе на еду, да и местное начальство понимало, что происходит, и не позволяло крестьянам умирать с голоду, потому что трудно собирать подати с мертвого населения. Теперь же возникает та страшная тенденция, о которой мы говорили в истории о сахаре. Люди, собиравшие налоги с земли, не жили на ней и не думали о ее будущем. Налоговые поступления, которые британцы собирали в Индии, только очень малой частью возвращались в индийскую экономику. Валовая же часть их уходила за океан в виде доходов компаний, которые инвестировались в экономику Англии. И когда случился неурожай, крестьяне не просто оставались без помощи. Из них продолжали выколачивать налоги, не задумываясь о том, к чему это приведет. В 1769-м случилась очередная засуха. Цены на еду подскочили до небес, потому что своего продовольствия крестьянам не хватало, и ты не мог есть хлопок и индиго. В бывшей процветающей Бенгалии, рае народов, раздражается беспрецедентный голод, унесший от четверти до трети населения. Опустевшие и заросшие джунглями деревни стали обычным явлением. Когда в следующем году засуха отступила, на большей части Бенгалии не хватало земледельцев. Остинская компания чуть не разорилась сама, и последовала история с налогами на чай в Америке и бостонское чаепитие. И чай – это отдельная постыдная глава в истории компании, потому что Индия не была единственной страной, которую компания изуродовала ради получения выгоды. К XIX веку их хищнические интересы начнут сминать вековую незыблемость другой великой империи – Китая. К концу XVIII века чай становится одним из важнейших импортных продуктов для Британии. И я почти не преувеличиваю, когда говорю, что именно чай стал в Англии наркотиком номер один. Благодаря усилиям Остинской компании чай превращается из дорогой экзотики для аристократов в общедоступный продукт дешевле местного пива. И благодаря еще одному колониальному наркотику – сахару из Вест-Индии – чай стал жизненно необходим английским рабочим. Британский промышленный рабочий XVIII века работал в среднем 14-16 часов в день с короткими перерывами. В перерыв он успевал налить стакан очень крепкого чая, считай чифиря, разболтать в нем 2 столовые ложки сахара и залпом это проглотить, после чего он шел продолжать индустриальную революцию. Некоторые историки строят интересные гипотезы, что без этого увлечения чаем Великобритания не вырвалась бы вперед в промышленном и экономическом смысле, как она это сделала в XIX веке.
то, что рабочее население вместо пива и джина, а также вместо некипяченой воды, пило горячий чай, весьма вероятно предотвратило как разгул эпидемий, передававшихся через источники воды, так и рост алкоголизма, что произошло, к примеру, в США, где чаем увлекались гораздо меньше, зато виски гораздо больше. И к концу XIX века проблема массового алкоголизма встала так остро, что вся страна проголосует за сухой закон. Я рассказывала подробно и об этом. То есть чай для Британии был не пустяком, а, можно сказать, лубрикатором прогресса. Но до конца XIX века настоящий чай производился почти исключительно в Китае, и Китай этим бессовестно пользовался, даже когда чайный куст удалось выкрасть. Европейцам еще долго не будет удаваться сделать из него собственный чай, потому что чай – это, на удивление, сложный продукт. Англичане очень стараются развести свой собственный чай в тропических колониях, включая Индию. Но им далеко не сразу удастся сделать это коммерчески выгодным. А в начале XIX века они все еще закупают огромные партии чая в Китае. Китай вел себя при этом с английской точки зрения совершенно паскудно. На Адама Смита и принципы свободы торговли они чихать хотели. Вся внешняя торговля Китая производилась через один единственный порт – Кантон, это нынешний Гуанчжоу, и через одну единственную торговую гильдию, которая насчитывала от 10 до 12 человек. 12 купцов держали полную монополию на экспорт всех китайских товаров, и они держали на них такой высокий ценник, какой им было угодно. Но главная проблема была даже не цены сами по себе, а то, что Китай, охотно продавая в Европу свое добро, не имел никакого интереса в европейских товарах. Китай требовал, чтобы уплата за его товары осуществлялась исключительно серебром в слитках. При этом деньги из Китая не возвращались. Это называется торговый дисбаланс, когда одна страна только продает, а другая только покупает. Дело дошло до того, что в Англии стало физически не из чего чеканить серебряные шиллинги, потому что все серебро утекало в Китай в обмен на чай. Купцам становилось все сложнее достать серебро, а ничего другого китайцы не хотели. И тут кто-то сообразительный из Остинской компании сказал: а давайте им продавать наш индийский опиум. От опиума китайцы, небось, не откажутся. Опиум в Бенгалии растили давно и успешно. И самой Великобритании он в таких количествах был не нужен. Так что идея была перспективная. Имелась только одна небольшая проблема. Опиум в Китае был уже 100 лет как запрещен императорским указом. Разумеется, китайцы все равно покуривали, и опиумные притоны даже приобрели репутацию рассадников диссидентства и свободомыслия. И с начала XIX века Остинская компания начинает массовую поставку бенгальского опиума на черный рынок Китая. То есть, прошу прощения, разумеется, сама почтенная компания контрабандой не занималась, упаси бог. Она стояла вся в белом и в кружевах в 5-й позиции и делала вид, что ни о чем таком не подозревает. Была разработана красивая схема, по которой англичане закупали чай в Кантоне в кредит, а кредит этот гасили на опиумных аукционах Калькутты, откуда опиум, уже типа купленный китайским компаньоном, тайно грузился на английские клиперы, которые транспортировали его в бухту Кантона, откуда уже местные береговые контрабандисты доставляли его на материк и распространяли по всей Поднебесной. В результате этой активности к 1820 году торговый дисбаланс с дефицитом серебра сместился в сторону Китая. Китай начинает закупать серебро в Японии, и каждый 4-й взрослый китаец становится опийным наркоманом. Каждый 4-й, как писали возмущенные наблюдатели, включая женщин, даосов и буддийских монахов. Не то чтобы до инициативы Остинской компании в Китае не существовало опиумной контрабанды, просто масштабы были несоизмеримы. Им удалось так сбросить цены на опиум, что наркомания прошила все слои китайского общества. Богатые люди курили опиум для развлечения. Бедняки, потому что он отбивал аппетит. Курить опиум стало дешевле, чем есть. Люди скуривались и умирали.
Китай 3 раза повторит запрет на импорт и продажу опиума. Просто запрещает. Запрещает решительно под угрозой 100 палочных ударов и категорически запрещает под угрозой смерти. Несмотря на все, ввоз опиума в Китай вырастет более чем в 10 раз. В 1839 году китайский император назначает специального уполномоченного по прекращению опиумной контрабанды. Линь Цзисюй был человеком решительным, строгим и, как быстро выяснилось, совершенно неподкупным. Прибыв в Кантон, Линь приступил к конфискациям и казням. Весь опиум, обнаруженный на кораблях и в факториях на складах, был уничтожен. Вскоре последовал приказ всем иностранным купцам, увлеченным в контрабанде опиума, собирать чемоданы и проваливать из Кантона навсегда. Британия заявила протест и потребовала возмещения убытков от этого возмутительного произвола. Китай не сдался, и в 1840 году начинается Первая опиумная война. Китай вступил в войну с несколько наивным представлением, что Англия находится слишком далеко, чтобы вести эффективную войну в Азии. Кроме того, не будем забывать, что его армия на четверть состояла из наркоманов. Англичане привезли в Китай 4000 человек пехоты из Индии и 40 кораблей и продемонстрировали преимущество парового двигателя перед обкуренными солдатами. Наконец, когда Китай выбросил белый флаг, ему придется согласиться на удручающие условия мира. 21 миллион фунтов стерлингов ретрибуции, и остров Гонконг отходит Великобритании в вечное пользование. Но на легализацию опиума в стране Китай не согласился даже в свете угрозы захвата столицы. После подписания Нанкинского соглашения, который назовут первым в ряде неравноправных договоров, превративших Китай в страну третьего мира, в империи начался полный раздрай. Власть маньчжурской династии разваливается на глазах, одно за другим следуют народные восстания, контрабанда все еще формально запрещенного опиума принимает вопиющий размах, в гражданских войнах, голоде и общем беспределе в Китае гибнут десятки миллионов людей каждый год. В 1856 году Великобритания развязывает вторую опиумную войну, которая отличается от первой тем, что в этот раз Англии помогали Франция и США, и им удалось взять Пекин и сжечь императорский дворец. В этот раз, по условиям очередного мирного договора, продажа опиума в Китае была полностью легализована. Эпидемию опиумной наркомании в Китае удастся прекратить только через 100 лет. Это сделал Мао Цзэдун путем безудержных репрессий. Но почтенная Остинская компания уже не увидит кошмарных результатов своих усилий. На следующий год после начала Второй опиумной войны Британии пришлось срочно перебрасывать войска из Китая назад в Индию, где разражается совершенно неожиданное с точки зрения многих восстание. Все началось в туземных подразделениях войск компании, укомплектованных местными наемными солдатами, сипаями. За 100 лет с битвы у Плесси их статус и положение значительно изменилось в худшую сторону. В старые добрые времена Клайва и Монро у индийцев, принадлежащих к воинственным варнам, издревле поставлявшим субконтиненту наемных воинов, не было никаких проблем служить британцам. Это был просто очередной военачальник, который хорошо платил и кормил. Индийцы охотно шли на британскую службу и становились отличными верными солдатами. Но с годами все изменилось. Во-первых, сипаям уже лет 50 не добавляли жалования. Раньше сипай возвращался в родную деревню богачом и героем. Теперь он был нищим и всеми презираемым. Мало того, в туземные полки начали принимать людей из низких каст, у которых не было проблем с зарубежными командировками, потому что компания начала использовать сипайские формирования в своих войнах в Китае. А сипаи из брахманов не могли покидать Индию по кастовым законам. И теперь, значит, брахманам и кшатриям приходилось служить бок о бок с людьми низких каст за ничтожное жалование. А тут еще подоспели новые винтовки Энфилда. Вы наверняка наслышаны об этой истории, но я еще раз объясню. У этих винтовок еще не было патронов, они заряжались как мушкеты
с дула. Сначала в дуло всыпали порох, потом вбивали в пулю и затыкали все это пыжом. Так вот, для упрощения процедуры пуля и порох к ней паковались комплектом в виде такой картонной трубочки. Для зарядки винтовки полагалось зубами оторвать конец картонки, всыпать уже отмеренный заряд пороха в дуло, потом забить шомполом пулю и использовать оставшуюся картонку как пыж. И в сипайских частях прошел слух, что эта бумажка промасливается животным жиром, сделанным из коров и свиней. И когда ты кусаешь оболочку патрона, ты облизываешь одновременно корову и свинью, что было неприемлемо для индуистов и мусульман соответственно. Абсолютно неважно, было ли это правдой. Всегда можно было не откусывать конец картриджа, а отрывать рукой. И это то, что немедленно предложили подчиненным здравомыслящие офицеры. Но это никого уже не успокоило. Новые патроны возмутили сипаев, потому что это было очередное доказательство того, что британские начальники не ставят ни в грош индуистские и мусульманские культурные ценности. И под этим были основания. Англичане действительно начали усиленно пытаться цивилизовать Индию и вывести ее из Средневековья в XIX век. С одной стороны, они запрещают обычаи сати, по которым вдовы шли на погребальный костер за мужем, строят железные дороги и телеграф. С другой стороны, в Индии множатся английские школы и активизируются христианские миссионеры. Патроны были той самой соломинкой, которая перебила спину слону. В феврале 1857 года случается первый инцидент неповиновения в сипайских частях. В начале апреля из-за новых винтовок пришлось расформировать целый полк. 24 апреля, когда за отказ пользоваться новыми патронами 11 солдат отправили в тюрьму, сипайская часть гарнизона взбунтовалась и напала на европейцев. 11 мая восставшие ушли в Дели, где появились у дворца великого могола, прося возглавить их в войне против англичан. В течение дня восстание охватило город. Уцелевшим англичанам, военным и гражданским, приходится бежать из столицы. Начинается Первая индийская освободительная война. Сипаи намного превосходили численностью европейских солдат. Среднее соотношение индийских и британских войск в армиях компании на тот момент составляло около 7 к 1. К счастью для европейцев, не все сипайские подразделения примкнули к мятежу. Многие просто сложили оружие и разошлись по домам, отказавшись встать на чью бы то ни было сторону. Но Бенгалия и Авад очень быстро оказываются охвачены бунтом, и солдат поддерживают все группы населения, от придворных великого могола до крестьян. 12 мая Бахадур-шах заявил о поддержке восстания. Многие говорят, что 81-летний шах был пешкой в руках своих придворных, но его имя все еще пользовалось большим авторитетом в Северной Индии. Кроме Дели возникают еще 2 очага восстания – Канпур и столица Авада – Лахнау. В Канпуре, как и во многих других местах, внезапный бунт сипаев застал врасплох местный британский гарнизон. Но британцам удалось организовать круговую оборону. Глава канпурских повстанцев пообещал британским военным и их семьям, что он позволит им уйти по реке, если они сдадутся. Однако во время следования британцев к лодкам началась стрельба, и почти все они были перебиты, а оставшиеся в живых, женщины и дети, взяты в заложники. К середине июня британцы практически полностью потеряли контроль над Авадом. Столица Лахнау, британский гарнизон и 1280 мирных жителей, включая сотни женщин и детей, оказались в осаде в британской резиденции в центре города. Они держали оборону все лето и осень, 6 месяцев, пока вторая попытка прорвать осаду наконец не была осуществлена, и они были эвакуированы. Вспомни свою тетю Роберту. Что именно? Она заряжала пушки в Лахнау. Сипаи смогли захватить ряд стратегически важных пунктов, однако затем начало сказываться отсутствие централизованного командования и, главное, идеологического единства среди восставших. По мере распространения восстания в Индии начал разрастаться раскол, когда Бахадур-шах объявил о восстановлении власти великих моголов и потребовал от населения присяги на верность. Это оттолкнуло от восставших всех тех, кто не желал восстановления мусульманского правления. Сикхи Пенджаба стали на сторону англичан,
Также были недовольны маратхи, желавшие своего государства, и авадхи, настаивавшие на правлении собственного наваба. Большая часть Южной Индии осталась пассивной. Крупные княжества Хайдарабад, Майсур и Кашмир, а также несколько более мелких, не присоединились к восстанию, оставаясь верными британцам. Британцам понадобилось время, чтобы собрать силы. Но в конце концов Великобритания стянула в Северную Индию значительные войска и отбила Дели у повстанцев. Великий могол Бахадур-шах был арестован, а 2 его сына и внук были расстреляны. 17 августа был взят Канпур, но перед этим все британские заложники, дети и женщины были убиты. Когда в ноябре британские войска штурмовали Лакхнау, они шли в атаку с криками «Помни Канпур!». Эскалация жестокости была стремительной и для многих неожиданной. Обе стороны совершали зверства против мирных жителей. Сейчас с этим никто не спорит. В большинстве захваченных городов почти все британское население было полностью истреблено мятежниками, независимо от пола и возраста. Британцы, в свою очередь, жестоко мстили. Большая часть британской прессы, возмущенная сообщениями о зверствах, совершенных повстанцами в отношении британских мирных жителей, выступала против какого бы то ни было милосердия по отношению к индийскому населению. Наконец, 8 июля 1859 года на территории Индии был провозглашен мир. Британская администрация объявила амнистию всем участникам мятежа, непричастным к убийствам англичан, и начала считать потери. Около 6 тысяч из 40 тысяч британцев, проживавших в Индии, были убиты. Погибло также как минимум 800 тысяч индийцев, но эти цифры невозможно не только проверить, но даже и приблизительно прикинуть. Смерть Бахадур-шаха положила конец династии великих моголов. В 1876 году королева Виктория приняла титул императрицы Индии. Когда контроль над большей частью Индостана был восстановлен, шокированные и перепуганные британцы начинают разбираться, кто виноват и что делать. И несмотря на то, что, строго говоря, Остинская компания уже не была к тому времени полновластным правителем индийских колоний, с 1830 года она делит власть с британским правительством, на нее повесили всех собак. И было решено исправить ее ошибки, поставив Индию под прямое управление британским правительством. Законом об улучшении управления Индией в 1858 году власть компании над Индией была передана британской короне. Было создано новое правительственное ведомство, индийское управление. Британская колониальная администрация приступила к осуществлению программы реформ, пытаясь интегрировать индийские высшие касты и аристократию в правительство. В 1874 году британская Остинская компания была окончательно ликвидирована. Правительство приняло на себя долги и обязательства компании, которые должны были выплачиваться из налоговых поступлений, собранных в Индии. Эти долговые обязательства будут погашены только во время Второй мировой войны. А после окончания войны, в 1947 году, Британская Индия будет разделена на 2 суверенных государства – Индию и Пакистан. А позже от Пакистана отколется Народная Республика Бангладеш, бывшая Бенгалия, рай народов. И это была история британской Остинской компании. Думаю, что мы все рады, что ее наконец-то закрыли. Напишите внизу, что вы думаете о таких многосерийных выпусках. А также, почему компания называлась Ост-Индской, а не Ост-Индийской. Я так и не смогла найти ответа на этот вопрос. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.